Хоть 100 банок сделайте, все равно будет мало. Сегодня приготовим обалденный кетчуп без помидор. Итак, для начала на одну порцию нам понадобится 2 килограмма спелых слив. Их нужно будет хорошо вымыть, а затем из каждой сливы убираем вот таким вот образом косточки. Далее, друзья, нам понадобится еще 3 головки очищенного чеснока и 2-3 штучки красного острого перца. Смотрите, друзья, если у вас перец вот такой вот большой, понадобится 2 штучки. Если он будет намного меньше, нужно будет взять 3 штучки. Вот таким вот образом удаляем из перца в задние части с корешком, а семечки в перце оставляем. Затем полностью все сливы, чеснок и перец нужно будет пропустить через блендер. Смотрите, за один раз у меня все сливы в блендер не войдут, поэтому вначале я отправляю 5-6 слив, затем 2 перца и примерно половину чеснока в блендер, затем только отправлю первую половину слив. Ну и точно таким же образом вторую половину слив и вторую половину чеснока нужно будет пропустить через блендер. Если у вас, друзья, нету блендера, все это можно сделать с помощью мясорубки, но с очень мелкой решеткой. И после того, как в блендере все перемололи, все, что получилось, отправляем в кастрюлю. Еще раз тут хорошо перемешиваем, чтобы 2 порции смешались в единую. Далее в кастрюлю нужно добавить обыкновенной кухонной соли 2 столовые ложки без горки. Сюда же нужно всыпать 1 стакан сахара. И самое основное, сюда нужно будет добавить одну пачечку 20 грамм приправа карри. Все, что есть в пачке, отправляем в кастрюлю. Затем берем ложку и очень хорошо все перемешиваем до однородного состояния, чтобы сахар, соль и приправа равномерно распределилась по всей кастрюле. Далее, друзья, кастрюлю отправляем на огонь чуть выше среднего и доводим до кипения. И после того, как ваша масса закипит, огонь делаем чуть ниже среднего, я бы сказал даже, что маленький, потому что когда будет кипеть, все будет очень сильно расхлюпываться. Во время кипения, время от времени все нужно будет хорошо помешивать, и в таком вот состоянии все нужно будет прокипятить 30-35 минут, можно чуть больше, самое главное не менее 30 минут. После 35 минут кипения жидкость в кастрюле чуть-чуть остынет. Банки нужно будет простерилизовать. Как стерилизуют банки, надеюсь, вы знаете. И только затем, пока жидкость еще горячая, разливаем все по банкам. Закрываем все крышками. Вот так вот просто руками. У меня сегодня винтовые крышки. Крышки я тоже прокипятил 5 минут. После того, как накрыли крышками, переворачиваем банки вверх дном, так, чтобы крышки были внизу. И дадим банкам хорошо остыть. Хранить такой кетчуп нужно будет при температуре не выше плюс 5 градусов. Для дома мы заготавливаем вот таких вот примерно 20 порций, и уже к Новому году все заканчивается. Когда приходят гости, которые еще не пробовали такую штуку, они не могут понять, из чего же это приготовлено. Ну а вас в комментариях попрошу написать, кто знает, какое же оригинальное название вот этого кетчупа. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Вот такой вот бомбически вкусный рецепт сегодня получился. Подаем его к любому мясу, даже к шашлыку, и просто пальчики оближешь. Если вам понравилось, поставьте лайк. Не понравилось, напишите в комментариях, что именно. Делитесь такой вкусняшкой с друзьями. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!